Нарастить корни орхидеи буквально за месяц. Это обычная бутылка из-под воды, и она спасла орхидею. Корни орхидеи пошли в рост и наросли моментом. Результат буквально за 1 месяц. И я считаю, что такому результату способствовали 3 главные элемента, про которые я сегодня вам и расскажу. Давайте сначала напомню, что было. Это орхидея реанимашка, у которой по сути осталось только 2 корня. Сейчас я вам покажу. Вот один корешок. И с обратной стороны здесь есть 2 корень. 2 корня осталось у орхидеи. У листьев тургора нет. Листья просто висят как тряпочки, к сожалению. И пока не нарастут корни, мы их восстановить с вами до конца не сможем. Первый момент, который спас эту орхидею и помог ей и нарастить быстро корни, это элементарно простая бутылка из-под воды. Я взяла пол-литровую бутылку, обрезала ее наполовину. На дне всегда у меня есть вода. Здесь я посадила орхидею. Но так как корней мало, пришлось использовать очень большой дренажный слой. На дне керамзит. Его здесь очень-очень много. Сверху уже кора, которая прикрыла 2 корня, которые были на тот момент. Это вот первый момент, который помог этой орхидее быстро нарастить корни. Второй очень важный момент. Я вам сейчас его покажу, потому что делюсь и показываю реально все, что я делала. Но для новичков это не буду рекомендовать, потому что можете усугубить ситуацию. Здесь, конечно, надо понимать, что вы делаете. Смотрите. Ежедневно я промывала эту орхидею прямо под водопроводной водой, под краном, достаточно горячей водой. Такой, чтобы руке было комфортно, но вода горячая, не летняя. Градусов примерно 40. И эту процедуру я делала ежедневно. Сейчас у меня вода, да, горячая пошла. Вот таким образом вам покажу. Листики и сверху хорошенечко я промываю. Снизу хорошенько промываю. Так, уже очень горячая вода. Чуть похолоднее возьму. Маленький напор. И вот так заливаю прям верхушку. Если вы новичок, не делайте, потому что может орхидея сгнить, если вы ее не чувствуете. Я просто понимаю, что я делаю, чувствую. Проводила эту процедуру много раз, поэтому не боюсь. И проливаю вот так. Видите? Она прям мокрая, эта орхидея у меня. Сверху все листья, снизу все листья. Вот этот шок от горячей воды, он стимулирует орхидеи очень хорошо к росту. Я когда-то рассказывала про горячее душевание для орхидей. Вот если у вас орхидея, например, заснула и ни в какую не растет, ни листья не растут, ни корни, просто сидит орхидея без движения. Очень хорошо проводить горячее душевание для нее. А здесь я ее прям мою горячей водой. И в конце, так как грунт у меня просыхает моментом, грунта здесь немного, я вам говорила, там керамзит в основном, вот так прям заливала и обязательно поливала вот эти 2 корня, которые есть в грунте. Мы их хорошо с вами видим и понимаем, где нам поливать. Все, вот такое душевание, наверное, даже правильнее сказать, прям горячие ванны получала моя орхидея каждый день. Ставлю ее просохнуть. Ни в коем случае не на сквозняк, не на прямые солнечные лучи. Прямо здесь я ее оставляла на раковине, чтобы она просохла. У меня сухой воздух, жарко, и поэтому эта орхидея просыхает, ну, буквально минут 15 достаточно. Если у вас другие условия, то, конечно, точку роста надо просушить бумажной салфеткой. Пазухи листьев, где сейчас вот вы видите воду, также обязательно надо просушить. Но горячий душ я уже много-много раз замечала. Если у вас есть орхидея, которая не туда, не сюда, используйте. Хорошо помогает. Вода должна быть достаточно горячая, но, понятно, не кипяток. Примерно градусов 40, может быть 45. Проводите такое душевание, можно и 1 раз провести. В этом случае я это проводила каждый день, и результаты просто были моментальные. Вот этот корень, который подлиннее, он начал расти, ну, буквально, наверное, через неделю-две. Вот этот 2 корень мы с вами, кстати, вместе простимулировали. Сейчас как раз я расскажу про этот 3-й элемент в уходе за этой орхидеей. Мы с вами вместе 2 недели назад начали готовить имбирную воду для того, чтобы опрыскивать орхидеи для восстановления тургора и против гниения орхидей. И там в видео я вам показывала, что буду проводить вот эти имбирные душевания и этой орхидеи. В тот момент уже вот этот корень начал расти. Вот этого корня не было вообще. Я вам показывала, что это запоминаем. И буквально, мне кажется, дней через 5-6 после того, как я провела первое опрыскивание имбирной водой, пошел расти вот этот 2 корень.
Имбирную воду по факту здесь я использовала 2 раза с разницей в 7 дней. Но кроме того, что я проводила вот этот горячий душ ежедневно, несколько раз в день, вот когда получалось, я еще орхидею опрыскала просто водой. Но опять же старалась опрыскивание делать достаточно теплой водой. Уже не такой горячей, как мою орхидею, например, но теплой водой. Вот таким образом. Тоже сверху, снизу даю подсохнуть орхидею, возвращаю. Она у меня вот здесь на полочке под досветкой искусственной стоит. Мощность лампы 35 ватт. И я вижу, что орхидее все это очень-очень нравится. Но опять же хочу повторить, что с горячим душеванием, с горячей водой прямо из-под крана будьте аккуратны. Показываю, что делаю, но рекомендовать подряд всем не могу. И вот я тут немножко коры подготовила для того, чтобы вот эти верхние корни уже закрыть. Считаю, на данный момент это сделать можно. Мы с вами их прикроем, чтобы они уже шли развиваться где-то в грунте. Так, великоват кусочек, это с той стороны можно прикрыть. Здесь возьму все-таки помельче. Так, вот, таким образом. Сейчас тоже большой кусочек нехорошо будет. Надо мелкие кусочки коры брать, чтобы закрывать вот эти мелкие-мелкие корни. Вот, вот так нам надо сделать. Так, все, они пойдут нарастать. Конечно, дальше я буду продолжать точно такой уход, потому что надо нам простимулировать рост и корней с обратной стороны. Вот я вам показала 2 корня, вот так у меня орхидея, кстати, на этой полке и стоит. И 2 корня с этой стороны начали расти. Видимо, я сейчас буду ее ставить вот таким образом, чтобы и с этой стороны пошли расти корень, потому что вот там корень есть, но это корень не нарос, это не новый корень, этот корень уже был, и я вам где-то его по краю горшка показывала, что вот этот кончик корня, сейчас я вам открою эту бутылку, вот этот корень, это был. Это не моя заслуга, это не сейчас нарастила орхидею. Вот этот держатель ставлю, чтобы орхидея имела более-менее ровную форму, не заваливалась. О, вот так замечательно я закрыла. Еще чуть-чуть досыплю этой коры и продолжу точно такой уход. Что касается удобрений, за все время эта орхидея единожды у меня получила опрыскивание янтарной кислотой. Пока ее ни удобрениями, ничем я не поливала. Продолжу в том же духе еще раза 2, опять же с разницей в 7 дней, она у меня получит имбирную воду. Я вижу, что хорошие результаты, мне нравится. В это можно верить, в это можно не верить. Я вам говорю просто на практике, что я вижу, имеет результат, что не имеет результат. Про чесночную воду, про луковую воду я вам рассказывала, что я не увидела конкретно у себя результаты. Здесь я результат замечательно вижу, поэтому продолжаем. И горячее душевание, и опрыскивание, и оставляю эту орхидею пока в этой конструкции. Слежу за тем, чтобы постоянно внизу была вода. Но так как у меня орхидея практически каждый день она поливается, вот когда под краном прям я ее промываю, вода сюда попадает, поэтому грунт, в принципе, он всегда у меня влажный. Хотя на следующий день утром я смотрю, он уже где-то просох. И внизу всегда есть тоже простая вода. И вот смотрите, даже вот сколько мы с вами тут общаемся, минут, видите, листья уже начали подсыхать. По длине мы видим просушенные листья. Вот это белое, это от того, что я постоянно ее мою водопроводной водой. Понятное дело, тут я ничего фильтровать не буду. Ну и в точке роста следим обязательно. У меня она уже просыхает, а вы смотрите, конечно же, по своим условиям. Сейчас оставлю вам обязательно ссылочку на видео, где я показывала, как готовлю имбирную воду для своих орхидей и провожу такие опрыскивания. Применять, не применять, каждый решает сам, а я делюсь тем, что работает конкретно у меня. Но думаю, через месяц мы с вами встретимся и посмотрим динамику роста корней у этой орхидеи. Ну и плюс вот этот лист, видимо, у нас тоже подрастет. Поэтому рекомендую вам вот такой способ быстро нарастить корни орхидеям. Всем желаю хорошего дня. Пока-пока.